Всем привет, друзья! Вы на проекте «Напролом». Друзья, цель проекта следующая. Дать возможность спортивным ребятам со стран СНГ, Украина, Россия, Белоруссия, неважно, у которых есть цель, у которых есть желание, которые считают, что профессиональный спорт – это часть их жизни, но у которых нет финансовой возможности приехать, попробовать себя в деле, выступить на тайском ринге, пожить в экзотической стране, попробовать найти себя. Может, для этих ребят профессиональный спорт – это часть их жизни. А также цель проекта – показать, что главное желание, главная цель, когда ребята будут идти напролом, они будут показывать себя, они будут пробовать себя. А также преодоление себя, выход из зоны комфорта. Когда человеку будет трудно, но его будет греть его цель. Друзья, какие условия нас ждут в первом проекте? Это бесплатные тренировки для бойца, которые, хочу заметить, в Таиланде стоят недешево. Жилье минимально комфортное, которое получилось договориться с тайцами. Только ради того, чтобы человек мог тренироваться, где-то переночевать, и чтобы он мог выступить и тем самым заработать немного денег. Что требуется от спортсмена? В первую очередь это желание тренироваться, максимум выкладываться на тренировках, быть готовым к минимальному комфорту жизни в Таиланде. А также билет на самолет в один конец, виза и минимальное количество денег в размере на первый месяц, например, в районе $200, чистый минимум на питание. Итак, друзья, обзор минимальных условий на сегодняшний день в первом выпуске. Это зал Ультра Муай Тай, который переехал в новое место, который еще даже не достроен. Друзья, по большому счету, даже нету дверей. Вот такие ролеты, которые на ночь даже не закрываются. Еще нету ринга, кстати, это Никита, наш первый участник. Никита, поздоровайся со всеми. Привет всем. Значит, друзья, вот тут у нас будет ринг, будут висеть мешки, которые до сих пор еще не висят. Значит, вот здесь у нас будет небольшая спальная часть. Здесь будет Никита ночевать, друзья, в спальном мешке. Это будет первые условия его, где он будет жить. Да? То есть мы будем надеяться, что позже будет лучше комната, но первый месяц, я думаю, он будет жить здесь в спальном мешке. Никита, ты готов к таким условиям? Да это просто Майами. Майами, нормально. Друзья, есть душ, туалет, это очень хорошо. Да, вот. Он находится у нас вот здесь. Вот такое вот местечко. Друзья, немного о минимальных условиях комфорта. Это о еде. Мне Никита сегодня рассказал, что он ел, это действительно меню. Никита, расскажи, что ты сегодня ел? Я ел сегодня недалеко отсюда, в тайской местной кафешке, рис с соевым соусом. Друзья, чтобы вы понимали, что здесь все едят рис с чем-то. Жареный рис с яйцом и так далее. Но Никита мне просто сказал, что он поел рис за 15 бат с соевым соусом, и я понял, что этот человек, он настроен очень серьезно на свою цель. Никита, расскажи, что тебя сподвигло на такой поступок, приехать сюда? Что у тебя за цель? Расскажи немного о ней. У меня есть цель подраться с представителем Таиланда по тайскому боксу. Они очень жесткие, это все знают, и я хочу тренироваться здесь и потом вступить в поединок с тайцем на тайском ринге. Скажи мне, вот я так понял, что ты готов просто идти напролом, судя из того, вот какие условия тебя ждут. Готов, да, я готов, когда если что-то, чего ты действительно хочешь, это вызов самому себе, это развитие наше. Я готов идти напролом. Друзья, это говорит о том, что у человека есть цель. И в первую очередь это цель проекта. Показать, что когда есть цель, вы должны идти вперед, несмотря ни на что. И Никита нам это доказывает. Еще пока нет. Но буду старайся. Красавчик. Никит, ты вчера только приехал. Расскажи, какие у тебя первые эмоции о Таиланде? Ну, во-первых, спасибо тебе, Саня, за то, что ты меня встретил. И я просто, я сначала вообще не понял. Страна очень колоритная и, так сказать, на другом конце земли. Здесь свои какие-то законы, свой менталитет, свои порядки, свои улицы. Здесь тяжело найти какую-то улицу, все по Google Maps ищут. Я приехал, я посмотрел на это все. Мне очень понравилась природа, эти пальмы, море. Это все супер, отложилось на ощущения офигенные. Потом мне, конечно же, было непривычно общаться с людьми. Я английский плохо знаю, я тайский, там немножко учил, прежде чем сюда поехать. Поэтому мне ощущение некой потерянности. Здесь все очень динамично. Здесь дороги вот так вот, мопеды туда-сюда снуют.
ты просто понимаешь, что ты в другом мире абсолютно. Скажи, есть какое-то чувство дискомфорта, вот давит, может, вот это вот немножко новая атмосфера, новый социум, скажем так? Конечно, да, я сегодня как бы плохо спал немного, и я думаю, что это из-за того, что просто как бы мой мозг работает, мой мозг пытается определить, как мне себя вести в этой ситуации, в этой атмосфере, здесь свои какие-то законы, их нужно запоминать, тот же язык, его нужно понимать. Нужно внедряться в новую среду, так сказать, да? Внедряться, да, и это тяжело поначалу, но потом будет проще, потом будет легче. Втянется. И для меня вот этот зал и вот эта вся атмосфера, она очень экзотическая, и я максимально счастлив. Скажи, Никит, вот только второй день по поводу твоего вот жилья, значит, я так понял, оно тебя устраивает, да? На данный момент Никита живет еще 2 дня в хостеле, так как вода еще не работает, электричества нет, но через 2 дня он переезжает со спальником туда, куда я показал, да? Скажи мне, вот как еда, вот ты поел тот же рис с соевым соусом, тебе этого хватило? Ты готов так вот месяц, 2, 3 питаться? Я готов идти в этом плане напролом, то есть я поставил себе цель и посмотрим, как оно случится, конечно, но внутренне я готов к преодолению этих трудностей. Никита, расскажи о том, когда ты пришел в спорт, и расскажи немного о себе. Я был в детстве смешным малым, нормально там общался с пацанами, но при этом у меня была большая голова и маленькое тело. Потом тело подросло, стал вроде посимпатичнее. Но потом попал в плохую компанию, за счет этого было много друзей, стал принимать наркотики и попал, вот, так сказать, в оборот. Проблемы с наркотиками привели меня в больницу, и я был в тяжелом состоянии. Мне было тяжело ходить, но мои друзья меня не бросили, они брали меня под руки и гуляли со мной через двор. Это было такое время не из приятных. Потом я пришел в спорт, я понимал, что мне нужно как-то из этого выбираться. Я пришел на секцию тайского бокса и стал заниматься. И постепенно я пришел к тому, что если раньше я думал, что я никогда уже не буду нормальным человеком, то стал очень подготовлен. То есть спорт привел тебя в чувство? Да. Вот именно в чувство, вернул мне физическую уверенность в себе, потому что до этого я был просто... Скажи, каким спортом ты занимался и сколько? Я занимался тайским боксом полных 2 года, это без перерыва практически. Я занимался ММА, я занимался боксом, я занимался вольной борьбой. Это все по 4, по 2, по 6, по 3 месяца. Ну вот в общей сложности сколько ты занимался спортом? Именно спортом, считая качалку? Пускай, да. 4 года. Ну, смотри, в качалке ты банку накачал, да? Качалку вообще пиздец. Так я похудел, блядь. Пока я летел, блядь, 23 часа. Ну, не сам полет был, а вся эта дорога. Я ждал в аэропорту Катара. Ты, наверное, вот когда после больницы начал заниматься спортом, когда у тебя появилась цель вот это выступить на тайском ринге? Цель выступить на тайском ринге появилась, когда я стал смотреть видео и увидеть, какие жесткие тайцы, как они именно как танки прут, и ничего им не страшно. И вот мне захотелось, так сказать, проверить на прочность себя и тайцев, с которыми я буду драться. То есть ты решил попробовать себя против танка? Да, я попробую себя с гранатой, с рисом за 15 бат. Ну а сейчас, друзья, мы пойдем обустраивать спортзал и вешать мешки. Ну а кому интересно участие в проекте, его дальнейшее развитие, смотрим ссылочку в описании под этим видео. Кто хочет в спортивные туры в Таиланд, также по ссылочке внизу. Ну а кому интересна дальнейшая судьба Никиты, подписывается на канал, лайкает, комментирует и смотрит 1 раз в неделю выпуск «Напролом».